Вітання! З вами «Тримайтесь там» і з вами я, Каріна Чернявська. І наш перший літній випуск ми розпочинаємо з музичної композиції. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Литва зібрала майже 6 мільйонів євро на бойовий дрон «Байрактар» для українських військових. Збирали всією Литвою від бабусь та дітей до офісних працівників та політиків. Хто євро перевів, хто десятку, хто сотню, хто скільки міг. Ёлки-палки, все деньги одними рублями. Не мешайте меня, а то я буду начинать сначала. 5500. Все. Розраховували зібрати за 3 тижні, але зібрали за 3 дні. Є такий стереотип, що люди у країнах Балтії повільні. Але, мабуть, коли треба, прибалти виявляються дуже швидкі, особливо коли йдеться про гроші і як насолити російським окупантам. Турція була настільки вражена цією ініціативою, що вирішила не брати кошти, а просто Байрактар подарувати. All-inclusive – це прям їх фішка. Наша передача, звичайно, крапля у морі, але ми спробуємо доважити трохи гидоти. Ну, починаємо. Путин назначил нового главу российского МЧС. Им стал его бывший охранник Александр Куренков. Раньше он справлялся с путинской маршрутной ситуацией, теперь он будет справляться с чрезвычайной. Как говорится, справился с ПМС, разберется и с МЧС. Куренков сказал, что ситуация с пожарами, когда в России горят леса, ужасная. Но он совсем справится. Обязательно. Обязательно. Обязательно, обязательно. Обязательно. Обязательно, да. Обязательно будет развиваться. Обязательно. Обязательно будет, обязательно. Но обязательно будет. На английском слово «обязательно» переводится как «necessarily». И, видимо, за эту должность Александр Вячеславович necessarily у Владимира Владимировича. Что касается формы главы МЧС, то она оказалась не по его меркам. Это по признанию самого Александра Куренкова. Вот вы сказали, что вы второй день в этой форме. Да. Комфортно вам, удобно? Да, я, насколько знаю, вам шили не Нет. по меркам. Нет, вот выдали. Да, выдали. Вам удобнее, чем в костюме? Да, удобнее, однозначно удобнее. Конечно, она гораздо удобнее, чем прошлый костюм. Там ты мог и пулю получить, а тут максимум по шапке. Да и то вряд ли. Кому интересен горящий лес, когда страна делает то, что хотела повторить? Сиди и обещай, что все будет сделано. Обязательно. Обязательно. Бывший президент России, который нес свой срок между Путиным, предложил заменить унизительный, как утверждает статья, термин импортозамещение на технологический суверенитет. Ох уж эти россияне! Война у них спецоперация, геноцид – денацификация, импортозамещение – технологический суверенитет. Что дальше? Солдат будут называть пока живым мясом, а поражение – отрицательной победой? Или как? Представляю, как будет звучать официальная сводка. Вчера, во время спецоперации по денацификации Украины, несколько сотен российского живого мяса вернулось с отрицательной победой. С другой стороны, а чего ожидать от людей, которым кажется, что люди из люксус-класса до сих пор катаются на 600-х Мерседесах? 21 век на дворе, а они до сих пор в 90-х. Смотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу, мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже. И оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится. А те, кто захотят завести какие-то товары люксус-класса,
лакшери. Они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Мерседесах. Между тем, президент Федерации Керлинга России заявил, что мировые производители отказались доставлять камни в Россию. Что дальше? Воздух, небо и вода в России не друзья. Это, конечно, победа технологического суверенитета. Мы даже гимн технологического суверенитета нашли. Я сделаю тебе. Еще один пример технологического суверенитета предложил бесогон всея Руси Никита Михалков, который призвал создать евразийский аналог премии «Оскар». У меня есть предложение от нашего союза кинематографистов создать Евразийскую киноакадемию с призом альтернативным «Оскару». Сегодня «Оскар» стал абсолютно политической премией. Начать, пожалуй, стоит с названия. «Оскар» назван «Оскаром» после того, как исполнительный директор премии Маргарет Херрик воскликнула: «Эта фигурка напоминает моего дядю Оскара. Значит, и евразийский аналог должен кого-то напоминать». Конечно, можно назвать его Никитка в честь того, что же, в честь этого Михалкова. Но боюсь, что усы на статуэтке будут напоминать о белорусской премии «Сашка». «Оскар» лысый, поэтому подошли бы названия Мишустин. Но если вглядеться, «Оскар» маленький, лысенький и на публике появляется раз в год. Так что смело называем премию Вовкой. И дело с концом. Далее нужно ответить «Оскару» хорошим российским кино. Военно-патриотическим, чтобы воссоздать духовные скрепы, о которых все время говорит руководство России. Мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Вместо «Зеленой книги» можно снять фильм «Партийный билет», где двое фронтовиков, один из которых музыкант, ездит по линии фронта с концертами и возвращаются домой с трофейной бытовой техникой. Вместо Форреста Гампа фильм «Сергей Шойгу». Там весь фильм так и кричат «Run, Шойгу, run!». А вместо «Титаника» — Москва. Фильм рассказывает о любви двух красноармейцев на фоне тонущего крейсера. А крейсер без сомнения потопил айсберг. Великий снежный украинский камень. Ничто потопить Москву не может. А ВСУ смогли. Вот и весь секрет кинопремии. Чуть не здорового патриотизма и духовные скрепы. И Вовка у тебя в кармане. And maybe I want to say the truth, cruel truth, but I'm absolutely sure that the cruel truth without love is a lie. И еще одна новость. В Минск на встречу с Лукашенко приедет патриарх Кирилл. Видимо, чтобы Лукашенко показал, откуда готовится второе пришествие. И, продолжая тему, российский военный спутник «Космос-2555» с символом Z на борту сгорел в атмосфере через 20 дней после запуска. Так сказать, божественное провидение. Но Бог Троицу любит, и Бог не дурак. Любит пятак. А где он не досмотрит, там поможет наш Байрактар. И будет им надо помнить всегда, что хороший священник РПЦ, он всегда немножечко ФСБшник. Я могу обращаться, отец Александр? Это... Так точно. В ближайшее время священников переквалифицируют, и Пасха будет выглядеть вот так. Христос воскрес! Так точно! Во имя Отца и Сына и... Так точно. Теперь я поняла, как они там в церкви в своих санах не путаются. Прихожане — это рядовые солдаты. Диакон — ефрейтор. Иерей — сержант. Протоиерей — старший сержант. Епископ — майор. Митрополит — полковник. Патриарх — генерал. А гимном РПЦ нового формата становится песня про путинской группы «Любэ». На рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, там
товарищ старший сержант, я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. Как и в армии, звание в церкви легко определить по знакам отличия. Чем выше должность, тем больше золота на мундирах. Кстати, правительственная комиссия по русскому языку предложила писать слово «Бог», «Церковь» и «Небо» с заглавной буквы. И теперь легко объясняется, почему. Ведь это теперь не какие-то там абстрактные вещи, а конкретные места. Небо — это Генштаб, церковь — командный пункт, а Бог — кто? Правильно, Путин. Продолжаем религиозную тему. Вера бывает разной. Оказывается, 37% россиян верят в существование тайных организаций, которые управляют ходом событий в мире. Оказалось, что вера бывает не только православная. Странно, что все остальные веры еще не запрещены в России, хотя нет, вера Брежнева, та, которая певица, а не коммунизм, запрещена. Но сейчас не о ней. Кто же у этих верующих генерал? А вот он. Когда-то, еще до Коперника, они именно так и поступали. И они описывали Землю такой, какую видят. А видели они ее именно плоской. Хотя у Лозы есть конкурент, не менее плоскоземельный. Просто в силу кривизны земной поверхности мы никак не можем достать крылатые ракеты на таком расстоянии. И полковник логики рашистских вояк. Ракета же летит прямо, а Украина круглая. И, естественно, ракета, получается, пролетает мимо. Значит, здесь у нас есть только два варианта, как можно исправить эту ситуацию. Первый вариант – это достаточно такой дорогостоящий. Это, нужно поверхность Земли просто выровнять. То есть она идет изогнутая, как глобус, а нужно просто сделать такой прямоугольный, скажем так, глобус. Тогда тоже ракета будет доставать только там, где прямая поверхность, а где уже уходит вниз, соответственно, уже тогда ракета не долетит, конечно. А второй вариант, получается, это просто уже сразу изначально изготавливать изогнутые ракеты, чтобы они повторяли контуры Земли. Но здесь тоже есть свои минусы, то есть тогда нужно орудие, из которого, выпускается эта ракета, ствол тоже должен быть изогнутый. То есть все танки, все грады, они должны иметь такую форму, чтобы это четкое было попадание, то, чего мы пытаемся и добиться, скажем так. Поэтому сейчас все ученые Сколково разрабатывают специальное оборудование, которое будет изготавливать изогнутые, так сказать, ракеты. Плоский глобус. Это не хухры-мухры вам. Вера в плоскую землю помогает чувству российского патриотизма. Потому что для русскомирцев любовь к родине – это в первую очередь ненависть к остальным народам и землям. И как результат – вечная священная война. Как связана священная война и плоская земля? Да легко. Российские солдаты не отличаются умом и сообразительностью. Вспомните хотя бы Чернобаевку или Белогоровку. Лучшая интрига развивается вокруг Новой Чернобаевки. Это такой населенный пункт Белогоровка, точнее, возле которой такой очень Северский Донец делает такую очень интересную излучину. И в районе этой излучины 5-й раз пытаются довести переправу российские войска в одном и том же месте. Там фотографии показывают 78 единиц уничтоженной техники уже. Но они туда идут и идут. И по ним все время бьют и бьют, а они все время идут и идут. Это великие люди. Просто великие люди. Как можно лезть один... Как можно лезть? Лезут. Доложь командование навести переправу. Все, наводят переправу. Волевые люди. С выраженными волевыми качествами, да. Мы продолжаем их лупить. Они все лезут, там мы лупим. Я не знаю, до какого дойдет счет, но вчера на нашу передачу там было порядка 50 единиц уничтоженных. Сегодня уже почти 80. Батальон накрыли за эти сутки. Они продолжают, ты будешь очень смеяться, они продолжают туда наступать и пытаться наводить переправу на том же месте. А когда ума нет, то стрелять из гаубиц на плоской поверхности проще. Не надо брать в расчет искривление и закругление поверхности. Скажите, что чушь несу. А нет. Чушь – это когда в 21 веке православная церковь готовится к крестовому походу. Владимирская епархия провела соревнование «Святой воин» по метанию гранаты. Говорят, что участников православно-патриотических игр даже накормили. Накормили! Только правда, не уточняется чем. То ли телом Христовым, то ли обещаниями лучшей жизни. Я тут что подумала, глядя на все это мракобесие. Киевскую Русь кто крестил? Правильно, Владимир. Так вот, может, пусть Владимир из Киева раскрестит обратно. Украинская православная церковь на прошлой неделе попыталась откреститься от РПЦ. И, видимо, все пройдет успешно. А ЗСУ предадут анафеме бурятских крестоносцев.
Депедеризация. После смерти вождя всех либерал-демократов. А мы должны помнить, что в сознании глубинного народа любой либерал равно... Пидорас. Пидорасина. Так вот, член Высшего совета партии ЛДПР, пидорасина Демократической партии России Александр Шерин призвал к точечной депедеризации партии. Во-первых, сам такой. Во-вторых, Шерин – это фамилия антирусская. Происходит от английского слова share – делиться. А делиться – это антирусская идея, потому что лучше отобрать, отжать, захватить. В-третьих, давайте с вами разбираться, что такое депедеризация. Так вот, мы уже увидели, что такое в понимании России демилитаризация. Вот хотели демилитаризировать Украину, теперь в Украине в сотни раз больше оружия и ленд-лиз. Так и с пидорасами в их правительстве будет так же. После депедеризации их количество будет увеличиваться, а Путин на лиз станет больше. А теперь рубрика «Исповедь недели». Чтобы закрыть тему о вере и религии. Владимир Соловьев во время интервью итальянскому ТВ рассказал, что в Россию фашисты пришли из Италии. Voglio ricordare che proprio i vostri fascisti italiani sono arrivati fino alla mia terra russa. Poi i russi non sono arrivati nella vostra terra. Ultima volta mi sembra che Suvorov è arrivato con i francesi. Perché lei ha comprato 4 ville in Italia? Ma se l'Italia è fascista, perché ha comprato 4 ville in Italia? Mi piace stare tra i fascisti? Perché Italia adesso non è Italia fascista. Quando io ho comprato questa villa, il popolo italiano ricordava questo e amava il popolo russo. Invece adesso avete cambiato tutto. Получается, значит, что фашисты там появились только тогда, когда он купил там виллы. И выходит, что Соловьев вернул фашизм в Италию. Как, в принципе, и в Россию. Вывод. Пришел за виллами, и виллами изгнан был. Не успели утихнуть страсти Родины и жопы президента, как появилась новая тема. Есть такое выражение «тема сисек не раскрыта». Так вот, раскрыта. И сделал это российский хирург-патриот. Представляю вам новое поколение грудных имплантов «Росгрудь». Конечно же, это все тот же имплант, наполненный силиконом, но только посмотрите на покрытие этих эксклюзивных моделей. В линейке представлены два варианта стилизации – российский триколор и классический армейский камуфляж. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет ближе им к сердцу в прямом и переносном смысле. Давайте действительно порадуемся за россиян. Есть еще сферы, в которых у них остался выбор между камуфляжем и триколором. И тут все логично. Расцветка камуфляж нужна для того, чтобы скрывать военные объекты в лесополисе, чтобы враг не заметил. Получается, что грудь, она как бы есть, но ее как бы нет. Расцветка триколор очень пригодится на патриотических мероприятиях. Чиновники с большим удовольствием будут поднимать флаг под звуки гимна. И тут тоже логично, ведь большинство мероприятий у чиновников проходит в сауне. А там прижаться к российскому триколору гораздо легче. Я тут могу долго выдумывать, как же патриотичные импланты влияют на проявление патриотизма, но девушка в рекламном ролике сама все рассказала. Я хочу быть самой красивой и самой модной, обладать чем-то по-настоящему эксклюзивным. И импланты Росгрудь как раз то, что мне нужно. Я не могу всегда носить с собой флаг, иногда даже паспорт положить некуда, а Росгрудь позволит мне чувствовать себя патриоткой, даже если на мне нет одежды. Ах, вот оно что! Интересно, в каких ситуациях это может пригодиться? Возможно, когда тебя вызывают в Кремль и после фразы «А можно всех посмотреть?» В груди представляют ультрафиолетовый фонарик, и так, у которой грудь изнутри светится триколором, попадает на совещание. Как сказал врач, который на видео, уже поступили десятки звонков от патриоток. «Зачем им это?» – подумала я. И тут же нашелся ответ в российской прессе. Одно из кремлевских изданий выпустило статью с заголовком, что русские женщины признали, что мечтают о Патрушеве. А Патрушев настоящий патриот. Ему будет приятно оказаться между милитаризацией и патриотизмом, и будет у них смешивать. Тем временем Владимир Путин побывал в военном госпитале. Пока еще не в качестве пациента, хотя казалось бы. Там он пообщался с российскими бойцами, которые только что вернулись из Украины. Видимо, не всех еще добили ВСУ.
Президент России Владимир Путин посетил военнослужащих, раненых в ходе боевых действий, которые в Кремле называют спецоперацией. В Москве отметили, что это не первый раз, когда глава государства приезжал к раненым, но о предыдущих случаях СМИ не сообщали. Давайте упустим то, что больница абсолютно новая, тумбочки пустые, а на кровати никто не валялся. Даже не скажем о том, что бойцов подбирали, чтобы были все ниже российского президента. Хотя казалось, куда ниже. И фактически морально. Нас заинтересовала совершенно непостановочная проницательность Путина. Супруга, сын. Артем? Артем. Годик, да? 9 месяцев. Ну вот, папой гордиться будет. Удивительно, конечно. Ведь мальчика наверняка звали не Артем, а какой-нибудь Сережа. Но раз Путин сказал Артем, значит Артем. Хотя, вероятно, у бойца и детей нет. Но Путину виднее. Спросил бы Путин про котенка, родила бы и котенка, любую зверушку, лишь бы угодить телезрителям. А еще Владимир Путин отменил предельный возраст для военной службы по контракту. Мало того, что в бой идут одни старики, так получается, что и возраст теперь беспредельный, как и поведение этих самых солдат. Но вы знаете, что делают с беспредельщиками у меня на родине. В Госдуме предложил вложиться средствами из бюджета России в санатории и здравницы на Кубе, в которые в том числе будут отправлять военнослужащих. На Кубе колоссальные возможности по организации отдыха наших трудящихся и по восстановлению, лечению, в том числе бойцов, которые сегодня на Украине получают ранения, увечья. Вот это мотивация во время мобилизации. Езжай, воюй, ранят, получишь путевку. Вы только представьте, какое количество детей чиновникам будут получать липовые справки о ранениях и контузиях, чтобы отправиться на райский остров. А по дороге на Кубу, возможно, они захотят захватить, или, как они говорят, освободить одно другое судно. Так получится Карибский кризис номер 2, ну или пираты Карибского моря. А теперь к рубрике «Арест недели». В аэропорту Москвы задержали гражданина Азербайджана по имени Замир, который встречал рейс с плакатом «Я за мир». Арестовали его за призыв к миру. Абсурд абсурдом, но стоило бы поберечь себя Вячеславом, так как мало ли кого они там прославляют, вдруг слава Украине. Также стоит начинать беспокоиться Володя. Во-первых, Владимир в России один, а во-вторых, он точно не за мир. Поэтому переименовываем Влади-война, или как у них там принято, Влади-спецоперация. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ввести визы для россиян в Украине. Оказывается, им все это время не нужны были визы. А вот если бы был бы визовый режим, то на границе бы у российских военных спросили. Значит так, цель визита – захват территории. И сразу на границе можно было бы сделать этим туристам, знаете что? І на сам кінець трохи простої математики. Литовці зібрали майже 6 мільйонів євро на Байрактар. Литовців 3 мільйони, рахуючи дітей та пенсіонерів. Виходить, кожен литовець скинувся по 2 євро. А це в той час Шольц і Макрон знову дзвонили Путіну, щоб про щось домовитися. У Німеччині живе 83 мільйони людей, у Франції – 67. Вважаємо, що кожен скинеться по 2 євро. Це 166 німецьких та 134 французьких мільйони. Разом це 60 байрактарів. От і небо закрили б. А поки що, ачу Литува. Слава Україні і бувайте!